Работая над этим выпуском, оглянулся назад и вот что понял. Во всех предыдущих сериях я старался давать максимально ценную, на мой взгляд, информацию и делиться своими наблюдениями по теме недвижимости в Аргентине. И интересно то, что вот к этому моменту я понял, что судьба, похоже, решила устроить живой полевой тест моим словам. Посмотрите, сколько всего сошлось в одном месте. Можно потратить мало времени и обрести проблему себе на очень долго. Теперь, значит, сниму для вас рум-тур квартиры, которую был вынужден снять не глядя 24 декабря, в которую 31 декабря уже приехал и обнаружил ряд сюрпризов. Эти лифты мы уже с вами видели в предыдущих сериях. Оп. И что интересно, этаж уже 11. И пока буду подниматься, скажу пару слов о том, как гарантировать себе возврат депозита, потому что в Аргентине с этим нередко бывает проблема. Не всегда вам попадаются добросовестные риэлторы и собственники жилья. И они то и дело пытаются списать на вас какие-то старые повреждения. Поэтому я всем клиентам всегда рекомендую до распаковки чемоданов внимательнейшим образом записать видео всего, что есть в квартире, и всех даже самых минимальных повреждений. В том числе все, что вы обнаружите впоследствии, нужно тоже снимать и фотографировать и отправлять риэлтору. Вот как это сделал я. Te muestro un problema que yo encontré. Por ejemplo, cuando yo limpio los platos, el agua sale muy lento y también cae acá. Такое видео отнимет всего пару минут вашего времени, зато в последующем сэкономит уйму нервов и денег. Судьба подарила нам в очередной раз проверку варианта на крыше. Что он может давать? Ну, вот, например, свои гантельки я уже сюда поместил, чтобы утром или вечером заниматься. И смотрите, эксклюзивный выход на крышу. Как сказала Ромина, ключ есть только у меня. Теперь давайте из минусов. Видите, какой цвет стен? Реально от солнца это все очень хорошо прогревается, прожаривается, и все это тепло потом стенами отдается внутрь помещения. И вы там просто запекаетесь, как курочка, на очень медленном огне. И что еще интересно, вот это все вентиляционные шахты. Вот, и вот две. То есть эта квартира, по сути, построена вокруг этих вентиляционных шахт. И вот внутри мы можем видеть, это то, что находится между кроватью и шкафом. То, что приходится обходить, это и есть вентиляционная шахта. Ну что ж, вот такое решение. И вот как сделан вход и выход кондиционера. Но теперь давайте к плюсам. Что мы получаем в квартире вот с такой эксклюзивной крышей? Снова же вид на горы. Это такое прекрасное напоминание той квартиры на 11 этаже с таким же похожим видом за 27 тысяч. Если это верхний этаж, то сразу же готовьтесь к кондиционеру. Жарко, да? Очень душно. Теперь к интересностям внутри квартиры. Включу свет. Риэлтор Ромина, очень приятная женщина, сказала мне сразу. Просто 31 декабря, когда я заселялся, была реальная жара, на улице было 38 градусов. И она сказала, ну тут кондиционер вот этот работал напольный, а он на самом деле крайне малоэффективный. И она мне порекомендовала держать всегда жалюзи закрытыми, вот так. Окна, соответственно, тоже закрытыми, чтобы солнце не прожаривало помещение внутрь. Хотя на самом деле обычно решается это наружными жалюзями, персианос это здесь называется, либо такие есть типа козырьки складные. И точно такая же картина должна была быть здесь, то есть все задраено. И вы знаете что? Я попробовал. Вот этот градусник показывал не 31,5, как сейчас, а было 33, и влажность была 10 при этом. Теперь квартира видна уже в несколько обставленном варианте. Сюда я добавил некоторую свою технику, вот микроволновка,
блендер, вентилятор напольный, без него было бы туго. И пришлось привезти свой стол. Благо он на колесиках и может эту комнату преображать в считанные секунды. А дело в том, что здесь мебели больше-то и нет. Вот полочка, и особо тут не разгуляешься. Кухня небольшая, но есть газовая плита с духовкой. Там я что-то уже приготовил. Покажу спальню. Спальня тоже крошечная. И, конечно, широкоформатным углом, там, камерой можно снять, как ты красиво здесь сидишь и читаешь книжечку, но на самом деле попасть сюда бывает очень непросто. Нужно вот так, опа, перешагивать. Теперь привет аргентинским строителям. Вот очень интересное решение. Во-первых, разместить здесь розетку почему-то, но не там. То есть нужно тянуть удлинитель, чтобы подключить свои девайсы. И дверь, чтобы не закрывалась, чтобы можно было сделать сквознячок, надо вот чем-нибудь подпирать. И дверь почему-то размещена по вот этой стороне, а не по этой. То есть вместо того, чтобы открыть ее к стене и свободно пройти, нужно заходить вот так, обходить, закрывать и пользоваться туалетом. Ну а так, санузел как санузел. Благо есть нормальное полноценное вентиляционное окно, и можно сделать хороший сквознячок. Лампа, кстати, тоже прикол. Смотрите, она здесь стоит для декорации на самом деле только, потому что, во-первых, у нее тип подключателя вот такой, европейский. Розетки здесь не европейские. И более того, розетки есть всего лишь две, и прячутся они далеко-далеко за кроватью. А удлинителя здесь не было. Ну, по квартире, в общем-то, все. Осталось добавить, что поскольку Нуэва Кордова находится в центре, район достаточно популярный, и вот здесь внизу находится тусовочная улица, где множество барчиков, кафешек, пивнушек, и вечером здесь начинается живая музыка, мотоциклы брым-брым-брым, люди где-то галдят, шумят. И все это хорошо слышно, потому что в Аргентине на самом деле не так часто встречаются стеклопакеты. В основном окна ставятся одинарные. И более того, вот посмотрите, эти сдвижные системы даже от ветра имеют свойство вот так вот барабанить. Кроме того, я еще обязан добавить небольшую ремарку по поводу района. Нуэва Кордова граничит с относительно небезопасным районом ГУМС и более южными районами, такими как Вижа-Белла-Виста и так далее, откуда ребятки норовят сюда наведаться, чтобы чем-нибудь поживиться. И я, собственно, проверил на своей шкуре факт, о котором недавно рассказывал. Это улица, по которой можно быстро ездить на скутере или на мотоцикле и выхватывать, например, из рук. Или там здесь с телефоном мобильным раз выхватили. Или попытались выхватить. И за 3 часа до Нового года шел по улице уставший, но довольный, что обрел таки жилье и не придется спать на улице, как вот эти ребята. Братишки спят. Скоро я рядом с ними буду. Достал телефон, чтобы записать немножко материала, поздравить вас с Новым годом, чего-нибудь побухтеть философского. И буквально спустя полминуты, как я начал запись, аккуратно, липкие пальцы, которые появились у меня вот примерно отсюда, медленно взяли за телефон, медленно достали и увезли на мотоцикле. Это был один парень, который проезжал мимо, он подкрался совершенно бесшумно, видимо, выжил сцепление, и достаточно аккуратно и даже не быстро уехал. Причем я бежал и не смог догнать его. Еще один важный момент – это парковка в центре. Вот смотрите. Днем можно запросто припарковаться бесплатно, ставить машину и пешком пройтись до дома. А вот вечером, ну ладно, вы до вечера машину можете здесь подержать, но ночью, точнее уже ближе к утру, когда здесь закончится вся ночная жизнь, оставить здесь машину будет глупостью, потому что утром вы обнаружите ее, скорее всего, с разбитыми стеклами, без колес и без того, что у вас могло лежать внутри. Поэтому рассчитывайте, что придется раскошелиться на парковку. И здесь ближайшая из недорогих, которые я нашел, обошлась 120 тысяч песо в месяц. Это $80. Ну что, я думаю, что пришло самое время подвести итоги нашего сериала. У кого-то из вас, вероятно, могла закрасться мысль, что
до 30 тысяч ничего интересного найти нереально. Но это не так, потому что я потратил не так уж много времени, по большому счету, на такую серьезную вещь, как поиск жилья. И в целом варианты достойные попадались. Например, мы для клиента, у которого бюджет был чуть повыше, вот за 45, позавчера внесли предоплату за вариант 98 метров квадратных общей площади и 74 крытой. Там есть терраса небольшая, 3 спальни и район Альто Альберди, прямо на Авениде Колон. И я должен сказать, что мы ведь смотрели по низу рынка, то есть мы заглянули в самую преисподнюю, самое неприглядное, наверное, смотрели, да? То, что мы в Беларуси называем драниками. Правда, это больше относится к машинам по низу рынка, но я думаю, что недвижимость мы можем также назвать. Ах, да, ну и очень важная информация о том, как я работаю в плане риэлторства. Здесь, в Аргентине, обычно законом устанавливается размер гонорара риэлторов. И это 3%, которые риэлтор берет со стороны покупателя и со стороны продавца. В случае, когда в сделке участвуют 2 риэлтора, например, один представляет интересы покупателя, другой интересы продавца, то они делят этот гонорар, каждый берет свои 3% со своего клиента. Собственно, это и есть мой способ работы. То есть, по большому счету, вы просто ничего не теряете. Или вы заплатили бы испаноязычному риэлтору 3%, или мне. И я хотел сказать, что к этой теме я все равно вернусь. Пусть это будет другой сезон этого сериала или вообще что-то другое. Так или иначе, мне эта тема интересна. Сейчас есть определенные клиенты, с которыми мы что-то подбираем. И по мере поступления какой-то интересной и ценной информации я буду делиться ей с вами. Поэтому выпуски продолжат выходить. И просто это будет уже вне рамок сериала. Кроме того, сейчас я хотел бы взять какое-то время на то, чтобы себя немножко ментально пересобрать, потому что все-таки последний год, 25-й, выдался не таким простым. Много чего удалось сделать, достичь, но это обошлось тоже нелегким трудом, и в конечном итоге и какие-то были потери. Вот, остаемся с вами на связи. Всем желаю прекрасного 26-го года, отличных достижений, всего самого-самого хорошего, приятного, полезного, самое главное, тепла и любви. Пока, до скорых встреч!